Всем здравствуйте! Сегодня мы начинаем с вами изучать 3ds Max, в нашем случае 2017 версию. Меня зовут Елена, и я в ближайшее время буду вашим онлайн-преподавателем. Для того, чтобы мы четко с вами понимали, как будет происходить процесс, я немного расскажу про структуру. Итак, первый момент. Самые первые уроки будут достаточно медленными. Вы должны к этому быть готовы. Постепенно скорость подачи материала и его количество будет увеличиваться. В первых уроках какие-то вещи будут повторяться несколько раз. На какие-то моменты я буду обращать ваше внимание. Если я что-то повторяю, это значит, эти моменты важны, и вам нужно на них обратить особенное внимание. Часть команд, которые вы будете видеть в интерфейсе, мы сознательно опустим в первых блоках, потому что они нам не нужны. Чуть позже, когда будет возможность применять эти команды на практике, мы их изучим, и тогда сразу на практике закрепив, вы их лучше запомните. И у вас, и у меня, скорее всего, стоит 2017 3D Max, но если нет, если у вас стоит какая-то другая версия, это не страшно. Изменения между версиями не кардинальные, они происходят в основном в интерфейсе, в добавлении некоторых команд новых, поэтому вы легко сможете перенести принцип действия с 2017 3D Max на любой другой. Итак, вы установили 3D Max, впервые его загрузили и видите перед собой вот такое окошко. Это окно состоит из двух отделений. Я сразу включу нам вот такую вот историю в Photoshop для того, чтобы иметь возможность сделать пометки, для того, чтобы вам было более наглядно. Наше первое приветственное загрузочное окно будет выглядеть следующим образом и будет состоять из следующих элементов. Значит, первый элемент – это Recent Files. Если вы уже работали в 3D Max и что-то сохраняли, у вас уже есть какие-то сцены, то эти сцены будут загружены или помечены в Recent Files, и вы вместо того, чтобы искать их на компьютере, можете просто их открыть из этого окна. Следующий элемент – это шаблоны, Startup Templates. Мы с вами шаблонами пользоваться не будем, хотя бы потому, что шаблоны предназначены для Mental Ray рендера, а мы с вами будем пользоваться V-Ray и Corona. Что такое рендер и чем V-Ray отличается от Corona и от Mental Ray, я вам расскажу чуть позже. Кроме того, у вас здесь есть кнопочка Layer, для того, чтобы перейти на следующую вкладку или на следующую строку. Здесь вы можете выбрать уроки, которые предлагает сам Autodesk, и что-то еще дополнительно посмотреть. И здесь еще есть кнопочка Extend 3D Max или расширенный 3D Max. Так или иначе, нам это окно, по большому счету, не нужно. Для того, чтобы оно вас не волновало, в левом нижнем углу находим кнопочку Show this Welcome Screen at Startup и отключаем. После того, как вы отключите эту кнопку, закрываем наше приветственное окно на крестик, находящийся в правом верхнем углу. Вот так выглядит при загрузке ваш 3D Max. Он будет состоять, опять же, из нескольких элементов. Сейчас я вам их покажу. Вот так выглядит наше окно. И вот наши основные элементы. Давайте посмотрим на них поближе. Первое, что у нас с вами есть, это сверху командные и рабочие строки. Здесь будут содержаться команды, которые мы можем применить к объектам. Если вы хотите какие-то объекты создать, то в правом углу у вас будет рабочий блок. Там будет происходить создание и модификация каких-либо объектов. Происходить все это будет в окнах проекций. Это вот эти 4 окна. Окна проекции делятся на вид Top, вид Front, Left и перспектива. С каждым из этих окошек мы с вами познакомимся поближе постепенно. Кроме того, у вас еще есть в левом углу то, что называется Scene Explorer. Scene Explorer будет использоваться как список объектов, немного похожий на иллюстратор. Там будет содержаться список всех объектов, которые будут в сцене, и вы сможете их включать, отключать, переименовывать и так далее. Кроме всего вышеперечисленного, у нас еще есть в самом левом уголке две менюшки, которые нам в данный момент не нужны.
И мы их сейчас с вами отключим. Я вам покажу, что я имею в виду. Вот это наши рабочие строки. Сейчас мы на них посмотрим поближе. У нас для того, чтобы договориться, как каждая из этих строк называется, и для того, чтобы нам было легче с вами в этом месте работать. Смотрите. У нас есть панель быстрого доступа. Панель быстрого доступа находится на самом верху. И в панели быстрого доступа содержатся кнопки, которые нам позволяют открыть сцену, сохранить, отменить шаг назад или шаг вперед, добавить и создать менеджер проекта. Здесь же мы можем выбрать вид нашего рабочего пространства. Давайте посмотрим на это в 3D Max. Значит, мы можем создать новую сцену, открыть существующую сцену, сохранить файл, отменить шаг или повторить шаг. Мы можем создать менеджер проекта, с этим мы с вами поговорим чуть-чуть позже, и выбрать рабочее пространство. Рабочих пространств довольно много, мы с вами будем работать в дефолтном пространстве, то есть в автоматическом. Следующая строка, которая у нас здесь есть, это строка меню. Есть такая шутка про то, что в 3D Max любое действие можно выполнить как минимум 3 способами. И обязательно один из способов это будет строка меню. Она находится сразу под панелью быстрого доступа. В строке меню мы с вами будем пользоваться в основном меню групп, меню рендеринг и периодически Edit и Tools. Кроме того, в строке меню особняком стоит еще кнопочка «Файл». В кнопке «Файл» находятся все те же самые строки или все те же самые возможности, которые есть во всех других программах. Во-первых, у нас есть возможность New создать новую сцену. У нас есть возможность сделать ресет или сбросить существующую сцену вместе со всеми ее настройками. У нас есть возможность открыть какие-то файлы, которые у нас уже есть. У нас есть возможность сохранить файл или сохранить файл как. И вот сохранить файл как это очень важная строка или очень важное понятие, потому что здесь есть несколько возможностей или вариантов. Во-первых, мы можем сохранить наш файл save as и задать нашей сцене какое-то новое имя. Мы можем сохранить наш файл savecopy.as и задать нашему файлу, нашей копии не другое имя, а просто другой порядковый номер. Например, у вас есть сцена 1, потом вы ее сохраняете как сцена 2, сцена 3 и так далее. Если у вас в файле есть какие-то элементы, вы можете их выделить и через Save Selected сохранить в отдельную сцену. И у нас еще есть такое понятие, как Save as архив. Архив позволяет сохранить zip-папку, в которой будут, кроме сцены, подключены все материалы вместе с сохранением их путей. Программа сама найдет каждый материал, задаст его путь и все сохранит в зиповский файл. Соответственно, меню «Файл», строка «Save as» и все элементы, которые здесь есть, они очень важны. Следующее, что есть в кнопке «Файл», это импорт. Через импорт мы можем загружать какие-то элементы в наш 3D Max. Чуть-чуть позже мы с импортом разберемся подробнее. Экспорт, соответственно, мы выгружаем что-то отсюда для того, чтобы забросить в какой-то другой трехмерный редактор или для того, чтобы забросить в программу для создания развертки или материала или чего-то еще. Вот в целом в строке «Файл» те кнопки или те строки, которые нам понадобятся. Строка меню, надеюсь, вы ее запомнили. И следующая строка, которая у нас есть, это командная строка. В командной строке у нас находятся практически все команды, которые мы можем с объектом выполнить. Если вы посмотрите на наш 3D Max, то в командной строке у вас самые первые две команды будут шаг назад и шаг вперед. С остальными командами мы с вами разберемся подробнее и постепенно, когда у нас уже будет объект и будет на чем экспериментировать. Дальше у вас есть лента рабочая. В рабочей ленте у нас находится меню моделинг, меню полигонального рисования
и так далее. На первых блоках нам это меню не понадобится, или эта строка нам не понадобится. И поэтому наша задача ее сейчас отключить, чтобы она не отнимала у нас рабочее место. Отключается эта строка с помощью кнопки Tool Ribbon. Включаем, отключаем. В нашем случае нам нужно отключить. Кроме ленты рабочей, у нас есть панелька V-Ray для быстрого доступа к самым важным кнопкам, самым важным клавишам. Мы эту панельку V-Ray, если она у вас есть, хватаем за верхнюю часть, нажимаем левую кнопку мыши, не отпуская, перетаскиваем. Панелька у нас раскрывается, мы ее на крестик закрываем. Нам она первое время не нужна. Если у вас есть еще какие-то дополнительные столбики, дополнительные панели, кроме Scene Explorer, вы их тоже закройте, для того, чтобы у нас не уменьшалось рабочее поле нашей программы. Еще может быть открыт столбик конфигурация окон. Вы его тоже вытащите наверх и закроете. И наш 3D Max будет готов, собственно, к тому, чтобы мы начали его изучать. И первое, что вам нужно будет сделать, это сохранить наш файл. Для того, чтобы сохранить файл, вы переходите на кнопку «Файл», выбираете «Save», задаете путь для сохранения. И сразу момент, если вы хотите, чтобы вам было удобно работать с файлами 3D Max, сохраняйте их под адекватными именами, очень понятными. И обязательно структурируйте папки для того, чтобы вам было удобно работать. Момент первый. Для каждого отдельного проекта создавайте отдельную папку. В этой папке создайте несколько подпапок. В частности, у вас должна быть подпапка «Сцены» и должна быть подпапка «Материалы». Таким образом, вы быстро структурируете ваш процесс и будете легко находить нужные вам сцены, материалы и не путаться между ними. Находите ваш диск D, находите нужную вам папку. В нужной папке создаете себе папку для первого проекта. И в нашу папку для первого проекта сохраняем наш самый первый файл. Он у меня будет называться 001. На этом первое видео будет закончено. Дальше перейдем непосредственно к интерфейсу 3D Max.